Рандонавтика – это приложение, использующее квантовый и псевдослучайный генератор случайных чисел для генерирования случайных географических координат с целью их посещения. Пользователи, использующие это приложение, называют себя рандонавтами. Вы много раз меня просили установить рандонавтику на свой телефон и узнать, как работает это приложение. Просили выяснить, правда ли, что рандонавтика приводит своих пользователей туда, где происходят страшные и по-настоящему пугающие вещи. Сегодня я установил это приложение и присоединился к многотысячной армии рандонавтов. Сегодня мы с вами узнаем, что покажет нам рандонавтика и куда заведет нас это загадочное приложение. Пришло время запустить рандонавтику. Здесь мы можем видеть две вкладки – аномалии и слепые пятна. Аномалии позволяют запускать алгоритм генерирования точек в выбранном радиусе для того, чтобы найти наиболее статически невероятное распределение точек в его пределах. Также здесь есть несколько подвкладок, такие как аттракторы, мощность и пустота. Аттракторы – это невероятно плотные скопления точек в выбранном радиусе. Пустота или так называемые войды. Void – это с английского пустота. Это скопление с невероятно низкой плотностью. Дальше есть вкладочка «Мощность». Мощность, или так называемая энергетическая аномалия, дает точку одного из двух типов – аттрактора или пустоты, но с наибольшей силой. И также есть вкладочка «Слепые пятна». Нажимаем на нее, и здесь видим две подкладочки – квантовый и псевдо. Но на самом деле они ничего особого не дают, так как слепые пятна – это просто случайные точки, которые это приложение выдает рандомно. Сегодня мы попробуем потыкать на каждую из этих точек и посмотреть, к чему нас это приложение приведет. Разработчики приложения заявляют, что поиск аномалий основан на эффекте влияния сознания на материю. Согласно этой гипотезе, разум человека может создавать статические отклонения в распределении квантовых случайных точек в виде областей аттракторов и пустот. Чтобы было лучше понятно, то эта теория близка к теории о том, что мысли человека материальны. То есть, то, чего мы хотим больше всего, рано или поздно сбывается. Давайте создадим новую точку. Начнем с аттрактора. Нажимаем «Генерировать». Думаем о призраках. Итак, новая точка сгенерирована. Нажимаем «Начать путешествие». Маршрут проложен. Ехать нам до него 10 минут или 5 километров. Машина заведена, я готов и едем вот к этой красной точке и посмотрим, что находится там. Я прибыл по координатам, которые дала мне рандонавтика. Нужная мне точка находится за этими красными воротами. К сожалению, на территорию этого предприятия меня не пустят. Нам остается только бегло осмотреть территорию стоянки. И как видим, здесь не происходит совершенно ничего интересного. Так что нам остается только сгенерировать новую точку. Сейчас мы попробуем вкладочку «Пустота». Нажимаем «Генерировать» и думаем о призраках. Нажимаем «Начать путешествие». И до нужной точки нам ехать 16 минут. Нажимаем «В путь». Направляйтесь на северо-восток. И мы направляемся на северо-восток. Сейчас навигатор ведет меня в частный сектор. И я не знаю, смогу ли я там проехать на машине или нет, потому что туда, куда мы едем, дорога очень сильно, ну, мягко говоря, плохая. Там сплошные выебаны. И нет, это не оговорка. Я въезжаю в частный сектор. Дорога начинается уже очень хорошая. И здесь очень темно. И на самом деле мне уже становится страшно без всякой рандонавтики, потому что в этом месте я еду впервые. Впрочем, и пешком я здесь ни разу не ходил. Но все когда-то бывает в первый раз. Так что вперед к приключениям.
Я прибыл по координатам, которые сгенерировала мне Рандонавтика. И на этот раз нужное мне место находится прямо вот в этом доме. Но туда я, конечно же, заходить не буду, так как это будет проникновением на частную территорию, и меня за это никто по головке не погладит. Но вполне возможно, что в этом доме живет полтергейст или домовой. И именно поэтому Рандонавтика указала мне на этот дом. Но, тем не менее, этого мы никогда не узнаем. Так что садимся в машину и едем по новым координатам. И новые координаты даны. Я сейчас посмотрел координаты. И оказывается, что цель нашего маршрута находится то ли в лесу, то ли на территории средней школы. И если координаты находятся на территории школы, то я не знаю, смогу ли я туда попасть. Открыта территория школы или нет. Но если закрыто, то мы пройдемся около забора и посмотрим, что мы можем увидеть там. Как оказалось, конечная точка маршрута находится не на территории школы, а, судя по всему, в лесу. Справа от меня находятся гаражи. Я надеюсь, что вдоль гаражей мне ходить не придется. Сейчас я подбираюсь к нашей точке конечной, и мы посмотрим, что происходит на этой точке. И происходит ли там что-то вообще. Так, здесь мы можем наблюдать вышку сотовой связи. И мы почти на месте. Да. Судя по всему, я сейчас упрусь в лес. И это и будет конечной точкой нашего путешествия. Самое главное мне вот здесь вот не застрять, вот в этой прекрасной, я даже не знаю, как это назвать, в этом говне, будем говорить по-русски. Так. И я уперся прямо в нашу точку. То есть я здесь. Давайте выйдем и посмотрим, что здесь происходит. Однако ночью здесь страшновато. Здесь гаражи у нас находятся. И в гаражах в этих порой происходят разные страшные вещи, участником которых мне не хотелось бы совершенно быть. Становиться. Но пока здесь нет ничего интересного. То есть здесь были какие-то раскопки, судя вот по этой грязи, которая не покрыта снегом. Что-то здесь копали, откапывали кого-то или чего-то, или закапывали. Ну и здесь у нас лес. Как же здесь все изменилось. Раньше здесь таких зарослей не было, когда я здесь жил, в этом районе. Давайте пройдем немножечко по этой тропинке, посмотрим, что там скрывается за этими зарослями. Блин, а как-то страшно мне туда идти, стрёмно так. Артефакт 0,5. Множество разбитого стекла, кстати говоря, под ногами. Много разбитых бутылок. Интересно. Но на самом деле сейчас я уже вышел далеко за точку, которую указала Рандонавтика. Но эта тропинка прям так и напрашивается, чтобы по ней пройтись. Она прям как будто бы влечет меня в лес, в неизвестность. И как бы мне здесь сейчас не найти то, чего находить, в общем-то, обычному человеку не нужно.
Но я имею в виду труп. Как-то так прям страшно. Ветер еще дует такой холодный, пронизывающий. Так, ну я вышел, в общем-то, на то место, где мы много раз, ну так скажем, проводили весело время нашей компашкой. Полянка очень интересная. Ну ладно, я дальше туда не пойду, потому что там у нас лес более густой, более непролазный. Как видим, ничего интересного здесь нам не удалось обнаружить. Давайте пройдем назад вот по этой тропинке. Может быть, на этой тропинке что-то будет более интересное. Так, я вышел. Впереди меня гаражи. И здесь, в общем-то, нет ничего интересного или примечательного. Сейчас я вернусь в машину, и мы определим новые координаты и поедем по ним. Теперь рандонавтика привела меня в деревню, которая находится за моей спиной. А прямо передо мной находится дом. По виду заброшенный. Сейчас я хочу сходить туда и посмотреть, что же там определила рандонавтика. Что там может быть интересного возле этого дома. Сортир. Следов около дома нет. Это значит, что он заброшен. Дверь закрыта на вертушок. А значит, дома никого нет. Блин, там свет горит. Свет горит. Валим, валим, валим. Блин, я вот сейчас стою около окна. Там света в окне нет. Или окно просто заделано чем-то. Нет, света нет. Блин, а так горит. Нет, там точно кто-то есть. Там может быть перегородка какая-то. Блин, я боюсь сюда входить. Вдруг это не заброшенный дом, а жилой. Что делать-то? Блин, замок там сорван. Может, бомжи какие живут. Ладно, сейчас я попробую все-таки туда зайти. Есть кто в доме? Хозяева. Блин, тишина. Лучше бы я услышал ответ. Блин, эта дверь скрипит. Тук-тук. Свечи горят. Охренеть. Но здесь никого нет. Крест. На столе лежит крест. Охренеть. Что это вообще такое?
Черт. Черт, мне страшно. Кто здесь? Но здесь никого нет. Как это вообще понимать? Крест, блюдца, свечи, очки и женская туфля. Блин, я в шоке. Бля. Там дверь Ховного. Кто-то вошел, походу. Надо валить, валить, валить. Валить. Не, все, я сваливаю. Я отсюда сваливаю, все. Я не могу. Это капец. Все, валю. Валим. Валим, опять удар. Все, валим. Блин, я еле унес ноги. Это просто ужас. Там, видимо, все-таки кто-то был в этом доме. Там на кровати лежала чья-то одежда, возможно, там какие-то бомжи живут, но мне не хотелось с ними сталкиваться. Я вот сейчас не могу просто переварить всего того, что сейчас там со мной произошло. Это был просто ужас какой-то натуральный. Меня настолько сильно охватил страх, что я в конце просто вышел в окно. И страх не беспричинный. То есть, когда я вошел в дом и подошел вот к этому вот столу, к этому алтарю, я не знаю, как это назвать, это было ужасно. Там лежал какой-то крест из картона вырезанный, блюдце, на блюдце очки, и во главе всего этого стояла черная женская туфля. Это было ужасно, конечно. Я такого черного обряда ни разу не видел. И вот эта вот елочная игрушка начала сама по себе почему-то болтаться. То есть я подошел к этому столу, и заболталась елочная игрушка. Там на веревке какая-то елочная игрушка висела. И потом хлопнула дверь. Я могу предположить, конечно, что это люди, но вот эта вот елочная игрушка, она как могла сама заболтаться? Это просто ужасно. Меня прям вот до сих пор аж прям даже колбасит. У меня вон руки трясутся, мандражируют. И я сейчас боюсь уже просто использовать рандонавтику еще раз, но мне хочется это сделать снова. Я хочу найти еще что-нибудь интересное, посмотреть, случайно ли она меня привела в такое страшное место или нет. И давайте сейчас мы с вами определим еще одну точку и съездим по координатам, которые выдаст мне рандонавтика. На этот раз рандонавтика завела меня в лес. И по лесу мне нужно пройти несколько десятков метров, чтобы добраться до точки. И сейчас я иду в том направлении, где находится искомая точка. Я в этом лесу не был ни разу и не знаю вообще, что здесь находится. Но я попробую это выяснить. На самом деле очень страшно сейчас двигаться в неизвестном направлении по лесу, тем более ночью. Впереди какое-то здание. И именно туда указывает точку, которая сгенерировала рандонавтика. Будка, что ли, какая-то. После того дома мне уже стрёмно туда идти, потому что я не знаю, что можно там ожидать. Да, это какая-то будка полуразбитая, но вроде там ничего и никого нет. Давайте сейчас подойдем к ней поближе и посмотрим, что там есть интересного.
Тут какая-то надпись. Фатум. Фатум — это судьба на латыни. Как-то нерадостно видеть такую надпись. А здесь голова куклы. И под ногами кирпичи. Больше ничего нет. Эта голова стрёмно выглядит очень сильно. И здесь надпись: «Твой путь». И стрелка указывает сюда, в этот дверной проем. Черт! Блин, да это же петля. Просто петля. Виселица. Нет, 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 я знаю, к чему это приведет. Я туда не пойду. Я не хочу туда идти, потому что там... Нет, все, я ухожу, я иду назад. О, черт, черт. Чуть не упал. Я иду назад. Все, нафиг все. Что это? Что там? О, черт. О, черт. Вы это видите? Там висит голова этой куклы. Прямо под надписью «Судьба». Нет, все. Я валю отсюда. Валю. Все нафиг. Нафиг. Все валю. Наконец-то вот и машина. Я пришел. Дошел. Как она здесь оказалась? Как? Черт. Как? Ох, как эта голова здесь оказалась. Она же висела там, в этой будке. Ох, черт. Я не знаю, что мне делать. Все, быстро в машину. Уезжаем с этого проклятого места. Я больше не могу здесь находиться. Все, быстро. Все, едем. Все, быстро уезжаем. Я думаю, что вы уже поняли, что 2 последних эпизода были неправдой. Правда состоит в том, что рандонавтика – это отличное приложение для прогулок. Прогулок по тем местам, в которые в обычной жизни вы бы просто так не пошли. И это приложение действительно помогает выйти из предопределенности, из так называемого туннеля реальности, и получить удовольствие от прогулок по необычным местам. И это приложение действительно может привести вас туда, где происходят странные и пугающие события. И чем больше город, в котором вы находитесь, чем больше этот город криминальнее, тем более высока вероятность найти что-то необычное. Но это приложение рандонавтика, специально не приводит вас ни в какие места, где происходят те или иные события, не приводит вас в те места, где находятся те или иные предметы. Оно просто генерирует случайную точку и указывает ее на карте.
для того, чтобы вы просто посетили эту точку и получили новое впечатление от вашей прогулки в необычное место. А на этом я с вами ненадолго прощаюсь. Пока, друзья мои. До скорой встречи.